Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников, и я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про устройство авто. Сегодняшняя тема — кривошипно-шатунный механизм, часть 3. Кратко напомню, как он выглядит на данном изображении. И также напомню то, что тема достаточно большая и взаимосвязана с другими элементами двигателя в целом, поэтому сегодня мы поговорим про поршневые кольца. Но прежде чем начать основную часть данного видео, хотелось бы кратко напомнить и попросить, чтобы вы не забывали подписываться на мой канал и на канал моего друга «На свалке истории». Автора зовут Григорий Белоусов. Также пишите комментарии, если есть у кого какие-то пожелания, замечания по моему каналу и по развитию контента в целом. Также не забывайте ставить лайки. Далее, обращайте внимание на подсказки, которые периодически всплывают в начале, в середине, в конце данного видео. Также добавляйте ко мне в различные соцсети, я лично этому буду очень рад. Также поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Итак, теперь перейдем к основной части данного видео. Значит, поршневые кольца. В зависимости от назначения подразделяются на компрессионные и маслосъемные. Поршневые кольца представляют из себя плоскую пружину с разрезом, который называют замком кольца. Поршневые кольца изготавливают из чугуна. Обычно компрессионные подвергают пористому хромированию, связано с выдерживанием высоких температур и с повышенной износостойкостью. Нижние компрессионные кольца покрывают слоем молибдена или олова для лучшей приработки со стенками цилиндра. Далее, при сборке ЦПГ, она же цилиндропоршневая группа. Эту аббревиатуру я уже писал в одном из своих предыдущих видео, ссылка, соответственно, будет в описании. Поршневые кольца на поршень устанавливаются таким образом, чтобы их замки располагались относительно друг к другу на 90 или 180 градусов. При подборе поршневых колец надо, чтобы они не теряли работоспособности. Их подбирают таким образом, чтобы при помещении их в цилиндр оставался зазор. Для верхних компрессионных колец и чугунно-маслосъемных кольца величина зазора составляет 0,25 по 0,06 мм. Для нижнего компрессионного кольца 0,15-0,40 мм. Зазор в замке кольцевых дисков составляет составного масла съемного кольца 0,8-1,4 мм. Если поршневые кольца с внутренней нерабочей части имеют выточки, то их направляют к днищу поршня со стороны рабочей поверхности, имеющие конусообразность, направляют к юбке поршня. Вот, собственно, о чем я хотел сегодня рассказать вкратце. Но еще раз напомню, тема, опять-таки, достаточно большая. И вот это уже третье видео, которое я снимаю по данной тематике. Вернее, по данному разделу. И также еще раз напомню, чтобы не забывали подписываться на мой канал и канал моего друга «На свалке истории». Также пишите, пожалуйста, комментарии, чтобы оценить, в каком направлении мне, собственно, двигаться. Дальше ставьте пальцы вверх.
Добавляйте ко мне в различные соцсети. Я лично это буду очень рад. Обращайте внимание на подсказки, которые периодически всплывают в начале, середине и конце данного видео. Поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну на этом все. Всем спасибо и до новых встреч!